Был там еще один сосед. Он сейчас в Москве. Так это он вскрыл пол и нашел тубус с картинами. Ага. Он позвонил в полицию, и вот здесь началось самое интересное. Трубку взял Полянкин. Всем сказал, что звонят ему подопечные алкаши. Съездил на вызов, а когда вернулся, зафиксировал его как ложный. Ага. А потом позвонил тебе. Не знаю, но я помню, что я засунул руку в черную дыру. Ага. И что-то там такое нащупал. Но это была, может быть, сложной памятью. Это как? Ну, ты крутишь какую-то мысль, она невольно визуализируется, и потом воспринимается уже как реальность. Да нет, я там точно был. Все-таки как понять, что связывает тебя с убитым Полянкиным? Я не знаю, он был парнем закрытым, себе на уме, ни с кем не делился. Ну, что ты на меня смотришь? Я вижу, что ты темнить начал, парень. А договаривались, что партнеры, что я верю тебе, ты веришь мне. Я думаю, догадался, что я веду дело о контрабанде. Это убой таможенника на Пеньковом переулке. Че, пробил меня уже? Ну, конечно, еще в первый день, когда ты позвонил. Да, ты скрыл улики, значит. Вот, он стал тебе обязан, этот убийца. И вы наладили совместный канал перевозок через заграницу. Надеюсь, не наркоту. Вот так. Вот так. Хотя, с другой стороны, чего мне судимому судить? Заходи. Надо закрыть. А откуда Полянкин узнал об этом? Пеньковый переулок – это его земля. А напарница твоя, Маша, тоже об этом знала? Нет. Уверен? О чем мне ее подставлять? Ну, может, видишь, что-то человеческое в тебе есть, раз о своей девушке переживал. Но она не моя девушка. Ну, как скажешь, как скажешь. Ну, что еще можешь обо мне сказать? Послушай, я все, что надо, всю информацию узнаю по своим каналам, а остальное по твоему лицу. Все-таки 30 лет следствия, это же не просто так. Ну, и что ты можешь сказать по моему лицу? Что я могу сказать по твоему лицу? Ну, могу сказать, что тебе побриться надо, друг мой. Да. Ладно, смотри, мы знаем достаточно много уже. Мы знаем, что какой-то парень принес картины Высочанскому на реставрацию. Тот их спрятал в тайник. А потом, значит, появился преступник, поубивал всех в квартире, ранил старшую дочь. Но что-то пошло не так, и он вынужден был уйти, не забрав картины. Так? Слушай, ну соседи могли слышать выстрел. Да. Но он должен был попытаться вернуться в квартиру, да? Или понял, что картины Высочанский мог передать на экспертизу. Значит, ему нужно было и там это поискать. Что? Ничего. Хочешь сказать, что в квартире у тебя был не обыск? Они искали картины. И поэтому девушка хотела остаться в квартире любой ценой. Значит, вполне возможно, что картины до сих пор там. Там. Там пусто. Ты этого не можешь знать. Ты отнес картину в Русский музей. А зачем? Там твоя одноклассница работает. Ирка Комарова. Ирка Комарова. Точно. Она же выставки устраивает. Расчет был правильный, она до сих пор по тебе сохнет. Решил тебе помочь негласно. А ты откуда знаешь? Если официальная версия тебя не устраивает, придумай что-нибудь сам. А что ты мне тыкаешь-то? А мне надоело. Я с тобой по-человечески, а ты как кондиционер. А что еще ты знаешь? Кто убийца, я не знаю. Но как раз должна тебе в этом помочь. Ну, хорошо, раз ты такая крутая и мысли читаешь, куда я предал сигарет от отца?
в его старых сапогах для рыбалки. Ну, хочешь, потрогай. Ты же хороший опер. И прекрасно понимаешь, что я не аферистка и даже не гипнотизер. Может, я сумасшедший? Да нормальный ты. У тебя есть задача. Ты должен найти настоящего убийцу. У меня тоже есть задача. Я должна тебе в этом помочь. Ты знаешь, я иногда начинаю думать, что ты настоящее привидение. Ну вот это мое подсознание, оно тебя проецирует, я начинаю с собой разговаривать. А подсознание мне в то же время говорит: чувак, все нормально. Это рядовое привидение. Я не рядовой. Я начальник отдела. Начальник. Ты артистка, мать ее, Дженнифер Энистон. Ты ко мне в квартиру поедешь? Не зря тебя начальником сделали. Ты со мной? Откуда ты про сигареты знаешь? А папа твоих нашел. Мама тоже знала. Но тебе решили не говорить. И про спирт тут тоже знали. Но папа сказал, что лучше так. И под контролем, чем в подворотне. А про спирт ты откуда знаешь? Ты меня придумал в своем подсознании. Вот у него и спроси. Вот здесь вот в паркете дырка была, а из нее такая трубка торчала. Автобус? Я не знаю, мне Илюха не рассказывал. Он ментов вызвал. Здесь девочка, студентка-художница жила. Вот, выяснилось, что это не клад, вот, что ему от государства 25% не полагается. Он все это и разболтал. Ну, с соседями же делиться не надо. С чего вы решили, что это студенческие работы? Так Илюхе менты в отделении сказали. А раньше? Почему про это ничего не сказали? Запамятовал просто. Получается, вы сейчас один? Соседка в рейсе? Да, конечно, один. Призраки покоя не дают. Все, шастают, шастают, шастают. Кто? Призраки? Ну да, бабушка с чепчиком, мальчик такой худой. Мент этот ваш убитый. Дать ему сейчас тяжело. Господи! Ой, Господи, кто-нибудь свечку, чтобы ему поставил за упокой, что ли? Ой. Бу! О! Чувствуете? Маша, ты ее видишь? Виталий Сергеевич, а вы сегодня выпивали? Я нет. Нет, но я после вчерашнего просто подлечился. А вы вообще часто призраков видите? Нет, чаще всего нет. Только когда... Когда выпиваете, виднее становится. Я раньше, когда маленький был, чаще их видел. Мы здесь недалеко на Чапаева жили, такой дом старенький. Кто? Призраки? А главное, их не бойтесь. Они ничего вам не сделают. Им просто что-то нужно от нас. Например? Например, мальчику хлеб на кухню положить. Вот. Он, наверное, здесь с блокады. А бабушке сказать, что очки на шкафу. А этому, который сейчас приходил? Да это он так балуется. Молодая еще. Ладно, Виталий Сергеевич, завтра ваш сосед приезжает, вас обоих вызовут для дачи показаний. Это обязательно? Конечно. Это нам очень поможет. Все, всего доброго. До свидания. Маш,
Я, по-моему, с ума сошел. А мне стало намного легче. Почему? Я поняла, что я тебе нужна. Я же тебе сразу говорила. Ты все обижалась, упиралась. А я ходила к твоей однокласснице Ирке. Картина у нее, но об этом никто не знает. Маша, я ничего не помню. Ты во всем этом оказался очень крепко завязан. И кому-то это, конечно, не нравилось. Там был кто-то третий. Да. И именно он стрелял в вас. Я знаю, что это может быть опасно, но я тебе помогу, обещаю. Я свое слово сдержу. Ты меня знаешь. Ты это... Береги себя. Ну что, помирились с Машей? Да мы вроде и не ссорились. Я больше не знаю, что мне еще сделать, чтобы ты мне поверил. Я только недавно начала работать на новой должности. До этого так, всякие бумажки разбирала. И не знаю, как это правильно делать. Что делать? С людьми общаться. Ну хорошо. Допустим, ты призрак. Тебя убили на месте преступления? Нет, я была ранена и умерла по дороге в больницу. Ага. Так, а тайники ты знала? Конечно, это же мой тайник, мы его с братом сами сделали. Угу. А зачем отец туда спрятал картину? Наверное, почувствовала что-то. Я сидела на кухне, готовилась к экзамену и слышала, как папа открыл кому-то дверь. Так, а голоса слышала? Молодой голос. А молодой голос был один? Один. Потом они пошли в нашу комнату, у нас две было. Родительская и моя с братом. И почти сразу раздались выстрелы. Я не поняла, что это. Растерялась. И вдруг он появился в темном коридоре и выстрелил. В шею. Он еще бы выстрелил, но его что-то отвлекло. Слушай, если так хорошо читаешь мысли, как меня убили? Не могу. У тебя там все заблокировано. Если ты сам не можешь вспомнить, то и я тоже не могу прочитать. Может, ты врешь все? Нет. А с другой стороны, чем я хуже твоего соседа Виталика? Он допился до призраков, я головой треснулся. Он просто очень одинокий. И мы ему помогаем. Вы? Но это же очевидно, что я не одна. А я одинокий человек. Одинокий. Но только по-другому. Кстати, ты хотел Лене позвонить? Алло. Привет, Лен. Это Андрей. Как вы? Это Мезенцев. Я знаешь, что подумал? Я Катю хочу с отцом познакомить. А то что-то захандрил. Я думаю, будет полезно. Почему шутка? Лен. Ну, а с другой стороны, а что ты хотел? Ты ребенку свою фамилию дал? Нет. Ну, Лена сама не захотела. Не захотела. А ты не настоял. Ну, там не так все просто. Я каждый месяц хорошей суммой перевожу. И потом у меня для дочки отдельный счет, ей до свадьбы хватит. Ой, думаешь, ей в 2 года деньги твои нужны? Ей ты сам нужен. Слушай,
А ты отправь ей смс-кой телефон твоего отца. Если женщина умная, поймет, что ребенку нужен дед, а деду ребенок. У тебя свои дети есть? Да есть. Ну, и вы общаетесь? Ну, так. Да, они взрослые же уже. Ну, понятно. Что тебе понятно? Что сосед сказал? Он подтвердил про тайник. А картины где? Не хочешь говорить, не говори. Пока не знаю. Ясно. А стрелял кто? Не знаю. Не знаешь. А я тут порылся и обнаружил призеров различных соревнований по стрельбе 70-х годов. Да, посмотри, может, найдешь что интересное. Спасибо большое. Сейчас куда? К отцу? Домой. А это авантюристка там? Там и не отстает. Ну, зато хоть не один. Слушай, а когда все закончится, придешь ко мне, расскажешь, как все закончилось? Конечно. Ну, ладно тогда. Ну, давай вниз. Вот. Ну, ладно, надо закрыть, иди. Не, ну. Хорошо. Вот ты говоришь, что ты не живая. А как ты ешь, пьешь, все остальное? Это сложно объяснить. Но, если честно, до конца сама не понимаю. Что, нашел что-нибудь? Пока нет. Слушай, знаешь, что подумала? Вот ты говоришь, редкий калибр пуль, что у нас, что у того вора, которого в парке нашли, да? Одинаково. Что никто это не сопоставил? Ну, во-первых, это разные районы. Во-вторых, не было общей базы. Ну, а в-третьих, того нашли только через 2 месяца. А никто не мог материал дела изменить? Да кому это надо? Он же неопознанный. И потом, вора детдомовца вряд ли кто-нибудь искать начал. Ну, хочешь, для тебя поищу? Давай. На осмотре тела присутствовал капитан Ермоленко, сержант Юрьев. Юрьев. А ты знала? Мы недавно сами узнали. Просто ты должен был сам это найти. Что я еще должен найти сам? Слушай, смотри в списке мастеров спорта по стрельбе. Я думал, ты раньше придешь. Многие говорили, что видели тебя. Что? Пора. Похищенные у антиквара картины. Ткаченко украл по вашей наводке? Или вы узнали об этом позже? Ткаченко у меня в Калининском районе. Хотел 2 картины толкнуть, на чем и погорел. Я хотел сыграть на нашем внешнем сходстве. Но это даже не пригодилось. Натурально хромали. Потому что травму получили на соревнованиях за неделю до убийства. Ты это нашел. Нашел, не помогли. Значит, ты знаешь все. Нет. Зачем мы всю семью-то убили? Молодой был, запаниковал. А ты лучше, что ли? Я ж тебя из зеленого лейтенантика вырастил. Должность тебе сделал, звание. А ты пришел и стал меня этими картинами шантажировать. Думал, я реально испугаюсь, уйду, а ты мое место займешь.
что ты смотришь на меня, как на монстра. Монстр может породить только такого же монстра. Я защищал семью. Не хотел, чтобы дочь и внуки узнали, что дед убийца. А в смерти Полянки это ты сам виноват. Не надо было его впутывать в это дело. Он просто оказался не в то время, не на том месте. Все, Андрюш. Иди. Мне одному побыть надо. Почему ты сразу не сказал, что вычислил Пивоварова? Значит, так надо было. Я ведь читала его отцом. Особенно после этой истории с больницей, с таблетками. Ведь это он тогда меня за руку держал, у постели сидел, жить внушал. Это он уверил меня, что ни один человек на свете не стоит того, чтобы закончить свою жизнь раньше срока. Ты будешь о нем сообщать? Не знаю, что мне делать. Так жалко его семью. Но у Полянкина тоже семья была. Скажи мне, как мне поступить? Сообщить о нем. Ты должна сообщить. Ну, ведь тогда... Но ведь... А если я расскажу, все узнают, какой ты на самом деле. Маш, там Пивоварову плохо сердце. Скоро вызвали. У тебя никаких таблеток нет? Маша, ты прости меня. Знаю, это тяжело. Он понял, что ты в бронежилете, и сделал контрольный в голову. Погоди. Этого не может быть. Я же общался с живыми людьми, я был живой. Тебе казалось, что ты с ними общаешься. Мне здесь как-то неприятно. А что неприятно? Нормальная холостяцкая хата, Макс. Может, грабанули все-таки квартиру? Маша тебя очень любила, поэтому чувствовала, когда ты приходил. Но она тебя не видела и не слышала. Ты во всем оказался очень крепко завязан. И, конечно, кому-то это не нравилось. Да, и он стрелял в вас. Я понимаю, что это может быть очень опасно, но я тебе помогу. Я свое слово сдержу, обещаю. Стоп. Я общался с живыми людьми. Они мне говорили, я им отвечал. Как мне теперь жить? Ради чего? Не смотри на меня так. Не смотри. Мне помогал этот сотрудник из архива. Илья Матвеевич, Илья Матвеевич. он наш. Что значит наш? Тоже призрак? Да, вышел на пенсию, от тоски повесился. Вот теперь отрабатывает земные долги. Хорошо. А как же коллега твоего отца, вот эта женщина? Умерла 4 года назад. И соседка твоих родителей тоже. А коллега мой, Паша? Пашка Денис умер от осложнений после ковида еще до тебя. Правда, он не понял, что ему пора. Вот ходит по коридору туда-сюда. Думает, что работает. Ну, а про соседа моего ты уже знаешь.
Он всех чувствует, иногда видит. Ну, я же звонил Лене. Я с дочкой говорил. Тебе этого очень хотелось. Так иногда бывает, когда случай важный. А Пивоваров? Я же к нему приходил, он был живой. Он знал, что умирает. Что теперь делать-то? Тебе пора. Куда? Туда? Он вернулся, как обещал. А ты? Я не могу. У меня еще много работы. Ты чего? У меня есть выбор. Выбор есть всегда. Товарищ начальник, подполковник Мезенцев прибыл в ваше полное распоряжение. Какие будут дальнейшие указания?